Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простое печенье из 3 ингредиентов. Я очень люблю этот рецепт за его невероятную простоту, вкус и, конечно, пользу. Ведь кунжут содержит впечатляющее количество кальция, магния, железа и меди. Нам понадобится 2 средних банана. Ломаем их на кусочки. Я показываю вам самую простую версию этого печенья, но поверьте, вариаций тут множество. Я часто добавляю сюда кусочки имбиря. Получается очень вкусно, ароматно и полезно. И немного лимонного сока, чтобы банан не потемнел, но это не обязательный ингредиент. Измельчаем блендером до однородности. Я использую блендер Rawmeat, это мой незаменимый помощник, сверхмощный и быстрый. У меня очень часто спрашивают, в каком блендере я готовлю такую однородную арахисовую пасту дома. Так вот это именно Rawmeat. Он справляется с этой задачей ровно за 3 минуты. А все благодаря острому японскому ножу внутри, состоящему из 8 лопастей. И необычной мощности для домашнего блендера – 4 лошадиные силы. Ножи в нем вращаются со скоростью 50 тысяч оборотов в минуту. Ему можно поручить любую сложную задачу на кухне, будь то приготовление бананового мороженого, ореховой пасты, супа-пюре или чизкейка. Для каждой задачи в блендере предусмотрен подходящий режим. С приготовлением орехового молока Rawmeat тоже справляется играючи. И что очень кстати для полезных десертов, в нем можно измельчать любые крупы до состояния муки. Это просто находка для меня. Стильный и экологичный, он решает любые задачи. 2-литровый кувшин изготовлен из тритана, высокопрочного, безопасного пластика, который при нагреве не выделяет никаких гадостей. Думаю, все знают уже, насколько это важно в современном мире. Блендер Rawmeat у меня 1,5 года. Я использую его каждый день и до сих пор не могу нарадоваться его возможностям. К банановому пюре добавляем кунжут. У меня обычно уходит около 200 грамм. Если не любите разжевывать семена кунжута, его можно вместе с бананом измельчить в блендере. Я люблю такую неоднородную текстуру, поэтому оставляю их целыми. Должна получиться вот такая консистенция. Масса не расползается, не растекается, она держит форму. На противне, застеленном антипригарным ковриком или бумагой, формируем печенье любого размера. У меня это большие круги диаметром 9 см. Толщина около 3-5 мм. Можно, кстати, вообще выложить одним слоем, разровнять, а потом просто нарезать на квадратики. Это еще проще. У меня вышло 10 вот таких больших печенек. Отправляю их выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30 минут. Печенье должно вот так хорошо подрумяниться. Тогда оно получается немного хрустящее снаружи и мягкое внутри. Прям то, что надо. За что я особенно люблю это печенье? Это очень вкусный способ употреблять кунжут, богатый кальцием и магнием. При этом кунжут внутри печенья размягчается и благодаря этому разжевывается намного проще, чем свежий. А значит, доступность полезных элементов для организма еще вырастает. И, конечно, вкус. Чего кунжуту явно не хватает, так это сладости. И банан дает эту сладость в идеальном количестве. Немного и немало. Очень вкусное сочетание. Спасибо за лайк. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!